Привет, друзья! Заказал на обзор блок питания от компании Chieftec Core с золотым сертификатом 80+. Давайте сейчас распакую, пробежимся по его техническим характеристикам. Покажу, что идет в комплектации и, соответственно, подключу к компьютеру. Посмотрим, как он будет работать. Итак, распаковываем. Маркировка, видите, с блока питания BBC 500S и, соответственно, дальше. То есть это соответствует 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт. На нижней части коробки они указали все технические характеристики всех трех блоков. Сейчас подробно покажу. Основное различие между этими тремя блоками — это их напряжение. В амперах идет 18, 18, 41, 0,3, 2,5. 600 идет 20, 20, 49, 0,3, 2,5. И 700, соответственно, идет 22, 22, 58, 0,3 и 2,5. Данный блок выдает 492 Вт, 600 выдает 588, ну и 700 заявлено 696. Еще у них идет различие SATA, идет разъема в 500 4, в 600 идет SATA 6, ну и в 700 также идет 6. Потом идет пиновый разъем, видим 8 пин, 6 на 2, получается идет 1 разъем, 2 разъема. И в 700, соответственно, идет 4 разъема. Можно так сказать, это основные их различия данных блоков. Теперь достаем сам блок, посмотрим, как он поставляется. Идет инструкция. Идет кабель питания. Ну, соответственно, идет и винты для установки в комплекте. Сам идет также блок запечатан следующим образом. Вскрываем до конца нашу упаковку блока и смотрим его начинку. Ну и, соответственно, как он выполнен. Так же, как видите, на блоке указаны все его технические характеристики, которые повторно дублируются на самом блоке питания. На упаковке я их уже называл. Выполнен вот в таком, получается, стиле. Здесь у нас идет разъем питания, кнопка включения и выключения. Ну и сам вентилятор, получается, имеет вот такую решетку. Сами кабели без оплетки. Лишь один основной кабель идет, который подключает материнскую плату. Он имеет оплетку, а остальные выполнены без оплетки. Для материнской, как я уже и сказал, он идет в оплетке. То есть это идет 24 пин. Соответственно, выглядит следующим образом. Следующая коса у нас идет пиновая для подключения процессора. 4 на 4. Они разделяются. Дальше у нас две косы идут PCI-шки для подключения видеокарт. И две косы у нас идет с сатами. Ну, соответственно, подключение идет дисковода, дисков. И следующая коса у нас идет Malex, если не ошибаюсь, правильно выразился. У меня в английском, как говорится, не силен. И есть флопик для подключения дисковода. Итак, друзья, хотел вам пробежаться, показать начинку блока, но все-таки решил не терять 2 года гарантии, потому что здесь стоит у нас такая вот запечатанная пломбочка, так скажем. Ее не отклеить. Она сразу хрупкая, ломается. Внутри, сразу говорю, стоит вентилятор 120. По всей начинке попробую найти информацию в интернете, соответственно, вставить данное видео, показать, что там вообще находится и стоит. Ну, знаете, просто гарантия реально 2 года, мне не хочется ее терять. Ну, а видео снимать про этот блок через 2 года, ну, просто нету смысла. Поэтому принимаю решение, что сейчас устанавливаю. Сейчас снимаю свой старый блок питания. У меня стоял Deluxe 550 ваттник. Да, конечно, провода длиннее, чем на моем старом блоке.
Что, кстати, очень хорошо способствует, если вы будете собирать себе системник, разместить более современных блоков провода туда, куда вам надо. Итак, садится он по размеру очень хорошо. Все стоит. Закручиваю новые винты с комплекта. Можно было закрутить и старые, но решил поставить новые. Ну и остается теперь все эти провода подключить к материнской плате, подключить дисководы, подключить, соответственно, питание процессора. Все это разложить, ну и покажу готовый результат. Снял заднюю крышку, сейчас сразу раскидываю провода. Длина их позволяет разместить красиво в блоке. Вывожу сразу их за корпус крепления материнской платы. Ну и, соответственно, оттуда уже начну раскладывать их так, как мне это необходимо. Сразу запитываю плату. Дальше подключаю ГПУшку. Здесь она идет на 8 пинов. Мне надо 4 пина, соответственно, разделяю и подключаю. Разъем на материнской плате идет с этой стороны. Ну и подключаем. Подключили. Это все аккуратненько потом я сделаю, чтобы лежало. И что мне остается подключить у себя, это подключить вентиляторы охлаждения и подключить, соответственно, CD-ROM и диск. Как я и говорил, у нас два шлейфа идет с разъемами SATA, соответственно, на каждом шлейфе идет по 3 разъема. Мне для запитки моего компьютера нужно всего лишь один шлейф, поэтому я его использую. Да, CD-ROM как бы можно было бы не подключать. Сейчас в основном вся информация идет на флешках. Но есть у меня та информация, которая мне нужна на дисках. Соответственно, подключил сам дисковод. Ну и остается мне подключить разъем Malex. И на него у меня запитаны вентиляторы. Но, соответственно, для подключения вентиляторов корпуса я беру данный Molex. Один шлейф идет, получается, также с 3 разъемами. И на нем находится один флопик. Теперь что мне остается? Все это красиво уложить. Ну и у меня остается два свободных шлейфа. Это PCI-шка и SATA. Соответственно, они не используются у меня на компьютере, так как у меня компьютер идет офисный. Стоит самая простая видеокарта на 2 гига, поэтому данные мне пока шлейфы не нужны. Брал данный блок питания с запасом. Поэтому сейчас все красиво располагаю сзади, креплюсь, чтобы оно все аккуратно лежало. Собираю назад системник и запускаю. Разместил провода следующим образом. Сейчас закрываю крышку и показываю, как выглядит на материнской плате. Ну и с этой стороны, как видите, у меня выглядит намного все красивее, чем задняя крышка. Провода лежат основные здесь. Здесь идет подключение процессора. Провод так идет. Идет подключение материнской платы. Соответственно, запитаны SATA. SATA я подключил их, получается, на 2 шлейфа. То есть каждую SATA по раздельности. И, получается, запитал вентиляторы корпуса уже сзади, там за крышкой. Ну что, остается запустить системный блок. Включаем блок питания и запускаем. Запустился системник, работает. BIOS тоже отработал звуковой сигнал. Единственное, не подключен монитор. Сейчас, может, скорее всего, тоже будет звуковой сигнал. И остается подключить монитор, посмотреть работу самого компьютера. Работает он намного тише.
Кстати, есть предыдущие видео распаковки вот этих как раз вентиляторов. В комментарии писали, что они уже не работают, некоторые люди. Если смотрите, смотрите, до сих пор они работают. И работают, кстати, намного тише стали работать за счет того, что блок питания совершенно другой, стоял 550, и он в последнее время начинал уже выключать мне компьютер. Почему я и не делал последний месяц видео, не выпускал? Потому что просто было невозможно что-то сделать, даже маленький шортс. Сейчас, надеюсь, будет компьютер работать намного продуктивнее. И, соответственно, данный блок питания я взял с запасом для того, чтобы модернизировать мой старый ПК. Итак, иду, смотрю, как сейчас работает с монитором мой ПК, как грузится, как летает. И, соответственно, оставляю свой отзыв на данный блок питания. Так сказать, в двух словах заключение про данный блок питания от компании Chieftec. Если вы собираетесь сделать апгрейд вашего компьютера, то рассмотрите его как альтернативу для покупки. Почему? Объясняю. Есть возможность подключить две видеокарты. Я показал, у меня старый компьютер, соответственно, у меня данный шлейф остался без надобности. Два шлейфа с SATA, то есть это я все вам подробно показал. Да, я хочу в последующем купить себе материнскую плату, как минимум на 16 гигов, желательно повыше, для того, чтобы можно было спокойно делать видео. И, соответственно, можно было поставить видеокарту как минимум на 8 гигабайт. Это будет довольно-таки хороший проект, но это попозже. И, соответственно, буду показывать, как я буду свой компьютер обновлять, ставить на него новое железо. Ну а заключение по данному блоку питания, он на данный момент меня вполне устраивает. Посмотрите также другие видеообзоры других людей, которые снимают, потому что у каждого автора свое мнение и каждый преподносит информацию по-разному. Если вы хотите сделать апгрейд вашего компьютера, я вам его рекомендую. Если вы хотите что-то заменить, вышедшее из блока питания, то рассмотрите такой момент, что вам может хватит 500-ки, 600-ки. Спасибо, что смотрел до этого момента. Где взять его? Ищи, конечно, на просторах своего города, в интернет-магазинах или просто в магазинах, которые у тебя имеются. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Пока-пока.